Всем привет! У нас третий день марафона «Облака акварелью», и сегодня у нас немного абстрактные грозовые облака. Этот пейзаж кажется простым, но в то же время он требует определенного подхода, импровизации и чувства того, что происходит с цветом. Но начинаем мы, как водится, с того, что смачиваем поверхность листа, на которой у нас будет небо, до горизонта. Здесь обязательно закреплять лист на планшете, потому что мы будем много наклонять его, давать краске течь. И в целом это очень хорошие приемы для работы с небом. Иногда они дают очень эффектные вариации на тему таких движения воздушных масс, облаков и так далее. Я намешиваю все тот же цвет, который я использовала до этого в облаках, ультрамарин, кадмий оранжевый. Можно добавить немного сиены жжёной, если вам кажется, что не хватает темноты. Но вообще, если достаточно густо намешивать этот цвет, темноты должно хватить. Сразу набирайте достаточно цвета, чтобы хватило на весь лист и не пришлось тратить время на то, чтобы его домешивать. И мы начнем с нижней части облака, в котором скапливается самое большое количество воды, которая вот уже проливается. Я наношу цвет и начинаю наклонять лист от себя для того, чтобы краска могла немножко потечь наверх. Двигаю лист в тех направлениях, в которых мне хочется, чтобы потекла краска. Здесь это основной прием, который помогает создать такой интересный эффект. Ниже добавляю еще область свободного от тучи неба. Ну, там может быть как более голубой цвет, так просто тот же по тону цвет, но просто чуть светлее. То есть там могут быть и облака какие-то другие, и даже может быть какое-то голубое небо. И немного оранжевого цвета добавляю на нижнюю часть, чтобы создать такую какую-то там немножечко свечения. Воды на листе много, излишки воды я собираю салфеткой. С излишками воды уходит часть пигмента, поэтому есть необходимость утемнить и уплотнить еще низ тучи. Это видео лучше сначала посмотреть до конца, а потом начинать рисовать, потому что здесь нужно быть 100% во взаимодействии с акварелью, с ее движениями, и просто исходить из приблизительного результата, который бы должен был у вас получиться, 100% что-то повторить, естественно, не получится. Теперь я беру веерную кисть и такими подметающими маховыми движениями вытягиваю немного пигмента, чтобы изобразить льющийся дождь, да, вот полосы дождя. У меня под облаками, на мой взгляд, слишком темный участок. Мне хочется его немножко осветлить, поэтому я добавляю туда воды и даю ей протечь и оставить за собой
след, смыть за собой часть пигмента. Если это не помогает, можно какие-то места протирать немного кистью. Ну вот я здесь добавляла капли дождя, часть капель дождя, точнее вот этих полос дождевых, она смылась от того, что большое количество воды и пигмента. Поэтому я потихонечку обновляю это, но нахожусь во взаимодействии с тем, что у меня происходит. Стараюсь как-то домысливать, додумывать, что там может быть. Вся работа идет исключительно пока лист мокрый. Если лист уже начинает подсыхать, то нужно останавливаться, потому что иначе начнут появляться разводы. Хочется, чтобы небо было единой такой заливкой и не было особенно пятен каких-то сильных. Вот сильно у меня потекло вниз, я немножко подсобираю там цвет. Вот у меня небо начинает подсыхать, я оставляю его в покое, как оно уже есть, и перехожу к нижней части, добавляю туда цвета. Начинаю с темной полосы у горизонта, потом будет такая лимонного цвета, желтого полоса, ну, у меня он был немножко грязноват, вот, но вообще это был изначально желтый цвет. А, Даю им перетекать, даю им смешиваться. Здесь оставляю более-менее такую свободу движения краски. И опять на передний план еще раз добавляю мазков синего цвета. На передний план можно сделать прям таким довольно насыщенным темным, для того, чтобы он у нас выдвинулся, вышел вперед. И там можно добавить каких-то отдельно стоящих мазков, которые будут какую-то текстуру передавать. Я немножко еще стерла цвет в середине, потому что там очень яркий, на мой взгляд, цвет был. Хлопковая бумага позволяет довольно долго сохранять влажность и по этой влажности работать. Но в то же время она долгое время пигмент продолжает течь, и после того, как я нарисовала нижний план, я вижу, что облака и тучи сильно утекли. Так как они сильно утекли, они потеряли часть пигмента, поэтому я
еще чуть-чуть там добавляю пигмента и какую-то часть, которая сильно утекла, немножко собираю. Там просто есть 2 момента складок на бумаге, на которых сильно течет краска. Сейчас я беру тоненькую кисть линер и этой тонкой кистью начинаю рисовать как будто бы травинки. При этом у меня нету пигмента на кисточке, я просто вытягиваю пигмент из уже имеющейся травы. Вот, но здесь у меня продолжается вот это течение по складке, и я потихонечку еще там чуть-чуть подсобираю цвет. Еще немножко эффекта травы на передний план. И он сейчас начинает подсыхать, и видно, что он стал довольно светлый. Я добавлю еще цвета на него. Работа почти закончена, и мне хочется немножечко подсушить феном оставшиеся невысохшие облака. Когда вы работаете феном, старайтесь делать это осторожно, потому что а, фен, гоняя воду, особенно если он достаточно мощный, может вместе с водой тоже перегонять пигмент. Это можно как использовать себе в помощь, но иногда он оставляет какие-то пятна. Вот это от бумаги тоже может зависеть. Вот здесь у меня небольшое пятно все-таки осталось именно из-за фена. То есть, может быть, если бумага бы сохла самостоятельно, самостоятельно такого бы не было. А так как он сильно подгонял воду, осталась такая чуть-чуть четкая граница в левом углу. Но в целом работа, мне кажется, удалась. Очень такие эффектные сочетания и атмосфера движения вот этой массы воздуха, грозовой тучи, она чувствуется. Это был 3-й урок. Если вы еще не смотрели первые 2 урока, обязательно посмотрите. Там я рассказываю о том, как рисовать кучевые облака с более мягкими контурами, с более жесткими. А впереди у нас еще 2 урока и еще один бонусный урок, который будет доступен для моих подписчиков на Бусти и Патреоне. Не забывайте поставить лайк, пишите, удалось ли вам справиться с движением акварели и получить тот результат, который вы хотели. Отмечайте меня в Инстаграм, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Желаю вам удачи в творческих экспериментах. До встречи в следующем видео. Пока-пока.